Привет, друзья! Мы подходим к финалу сборки самосбора с кинематикой Core XY. В прошлом видео мы подключили всю электрику и электронику. Но сегодня я хочу рассказать о процессе прошивки сердца нашего принтера материнской платы Big3Tech SKR 1.3 с TMC драйверами 2208 без UART, а также TFT экраном версии 2.0. Для работы платы и TFT экрана нам понадобится скачать две прошивки. Заходим на сайт github.com, наклонная Big3Tech, и тут видим уже готовые прошивки Marlin для всех материнских плат от Big3Tech. Отсюда мы скачаем только прошивку для TFT экрана версии 2.0. А вот прошивку Marlin мы скачаем уже с официального сайта marlin.org. Переходим в закладку Download, опускаемся ниже и качаем архив Batfix 2.0 XZip. И также распакуем в удобное место на ПК. Я же закину на рабочий стол. Для установки прошивки будем использовать платформу Atom, но для начала давайте установим вспомогательные программы. Заходим на сайт LLVM и ищем версию 3.9.1, а в закладке Prebuild Binaries качаем подходящую для вашей операционной системы версию. В моем случае это 64 Windows. Запускаем установку, выбираем «Далее», «Принимаю» и выбираем среднее значение Add LVM to the System Path for All User. Еще нам нужно установить гид-клиент, также выбираем подходящий нам Windows, скачиваем и устанавливаем так, как есть, без изменений. Также не забываем скачать Python. Заходим на сайт, заходим в Download, выбираем версию 2.7.17, а также подходящую вам версию Windows. Переходим к установке, здесь все просто, нажимаем Next. На данном этапе обязательно выберите вместо Add Python Next to Patch will be installed on local hard drive, а дальше установка идет без изменений. И остается нам только установить платформу Atom. Качаем ее с официального сайта и запускаем. Переходим в закладку Install a Package, Open Installer и здесь вставляем платформу. Ищем платформу IDE и устанавливаем. У меня уже установлено, поэтому переустанавливать не буду. Переходим к нашим двум скачанным папкам. Сперва разберем прошивку Marlin 2.0. Открываем, заходим в конфиг, и тут должна быть папка с готовыми конфигурациями для разных принтеров. Но в последней версии Marlin, как вы видите, их нет, так как их нужно скачивать отдельно. Для этого открываем файл readme с помощью блокнота и по вышеупомянутой ссылке скачиваем нужные конфигурации. Распаковываем куда вам удобно и открываем. Это в том случае, если вам нужно прошить заводской принтер. Но так как у нас самосбор, то из всех перечисленных вариантов принтеров я не нашел ни одного подходящего. Поэтому скачанные конфигурации нам не подходят и мы их использовать не будем. Будем устанавливать прошивку полностью с нуля. Для этого заходим в программу Atom. Здесь выбираем иконку Home, выбираем Open Project, указываем путь к папке, где находится прошивка, в моем случае это Desktop, рабочий стол, Marlin Batfix 2.0 и открываем. С левой стороны у нас открылись папки с прошивкой. С правой стороны можно закрыть платформу Home, чтобы он нам не мешал. Первым делом, что нам нужно сделать, это изменение в платформу INI. Открываем, и здесь вместо Mega 2560 по умолчанию ставим LPC 1768, так как материнская плата работает именно на этом микроконтроллере. Чтобы вам было проще и удобнее, можете опуститься немножко ниже, найти этот микроконтроллер и скопировать его. LPC 1768. Вставляем в раздел платформе Default Envs. После этого заходим в папку Marlin, Configuration H и настраиваем уже прошивку. Запоминайте приблизительные строки, они в разных прошивках могут меняться, но плюс-минус они вам подскажут, где искать то или иное значение. Выбираем Serial Port вместо нуля, ставим -1. Раскомментируем, убирая две наклоны, Define Serial Port 2 и вместо -1 ставим 0. Baud 250 тысяч, это скорость, нам нужно поставить 115-200. Motherboard RAMs. Естественно, у нас не RAMs, а Big3Tech SKR 1.3, поэтому это название нам нужно тоже заменить. Для этого заходим в SRC, Core, Boards. Можно нажать Ctrl-F и в поиске написать, например, BTT. И вот мы видим, что Board Big3Tech SKR 1.3. Копируем название и полностью меняем название на правильное. Default Nominal Filament Dia 3.0. Это значит, что толщина вашего портка 3.0. Но у нас 1.75, поэтому обязательно замените на правильно. 1.75. Также обратите внимание, чтобы PSU Control у вас был закомментирован, иначе могут возникнуть проблемы с компиляцией файла. Здесь все у нас стоит по умолчанию, менять ничего не нужно. Pit Settings. Это очень важная настройка, которая позволяет калибровать ваш хот-энд и стол.
Pit Bed Temp Control. Это как раз пиды нашего стола. И здесь очень важно обязательно раскомментировать Define Pit Temped. Иначе вы не сможете внести данные и откалибровать его именно через принтер. Вам придется это все делать через прошивку. Следующие две настройки очень важны. Define Prevent Cold Extrusion – это холодная экструзия. То есть, грубо говоря, когда мы будем калибровать наш экструдер, надо будет хот-энд разогреть до 170 градусов. Это минимальная температура, при которой мотор начнет экструдер работать. Но чтобы упростить нам задачу, можем поставить вместо 170, например, 10 градусов. Соответственно, на холодную мы сможем уже проталкивать филамент с помощью мотора. И таким образом откалибровать его и проверить его работоспособность. Потом, если нужно будет, мы можем поставить всегда назад 170. Максимальную длину экструзии я ставлю где-то в районе 700. Потому что у меня Bowden система, очень длинная трубка. И, соответственно, такую длину я выставляю. Здесь очень важно раскомментировать нашу кинематику. В данном случае мы используем CoreXY, поэтому раскомментируем. Define CoreXY. Это мы с вами раскомментируем концевики. На плате Big3Tech их 6. 3 идет на минимум XYZ и 3 идет на максимум XYZ. Но так как мы с максимумом работать не будем, поэтому раскомментировать, естественно, их тоже не будем. Define and Stop Pull Ups. Обязательно проверьте ее, потому что она должна быть раскомментирована. Раскомментирована и в таком режиме, и в режиме подключения BLTouch. Переходим к настройке концевиков. X Minimum and Stop Inverting False, Y, Z, XY Max и Z Minimum. Здесь я ставлю везде True. Дело в том, что у меня работают концевики в режиме замыкания, и с помощью этой настройки вы можете инвертировать. Ну, к примеру, если вы установили концевики в режиме размыкания, противоположном, то тогда оставляете false. В моем же случае они работают на замыкании. Опускаемся ниже, и здесь нам нужно выбрать наши драйвера. Так как мы работаем с TMC драйверами 2208, но без UART, нам нужно выбрать TMC 2208 Standalone. Если же у вас UART подключение, то тогда выбираем просто TMC 2208. Вставляем на X, на Y, а также не забываем про экструдер E0. Две наклонные раскомментируем на всех осях. Следующая настройка Default Axis Step Per Unit. Это шаги наших шаговиков. Для X и Y оставляем так, как есть, это правильное значение. Для E0 это экструдер. Если у вас штатный, ставим где-то в районе 86 шагов, но при этом все равно будем делать тщательную калибровку, более точную. Для экструдера типа BMG с редуктором я ставлю 410. Остается только ось Z. Если у вас винты T8, то значение будет 400. Но так как я использую ШВП, а ШВП у нас 12 мм с высотой 4 мм за один оборот, то получается 800. Давайте я вам покажу, как это считается. Шаговый двигатель делает 200 шагов за один оборот. Ну и не стоит забывать еще про 16 микрошагов на один шаг, то есть умножаем на 16. 3200. И естественно делим на 4. 4 это у нас 4 мм на один оборот. То есть 800 шагов мы получаем на 1 мм движения. Default Max Feed Rate это скорость по умолчанию 300, но для нашей кинематики можно спокойно ставить 500. Следующая настройка Default Maximum Acceleration. В принципе ее можно оставить так, как есть. Так как кинематика у нас достаточно легкая, 760 грамм весит портал, он должен потянуть такие ускорения. Опускаемся ниже и видим здесь классические джерки. По умолчанию у нас стоит Just in Deviation, если классические джерки отключены. По умолчанию я ставлю 0.13. С такими настройками у меня все работает прекрасно. Кстати, хочу отметить, что когда я переключаюсь на Classic Jerk, то происходит рывковая печать. И это мне не особо нравится. Поэтому на Classic Jerk я пока не работаю, а работаю именно на Just in Deviation. Именно с такими вот значениями. Мы переходим к датчику BLTouch. Дело в том, что до этого я использовал концевик по оси Z, но решил попробовать BLTouch, и он мне понравился. Для этого нам нужно также раскомментировать вот эту вот строку. Она по умолчанию, видите, уже раскомментирована, но вы проверьте, чтобы все было в порядке. Опускаемся ниже и находим строку Define BLTouch. Раскомментируем ее. Здесь мы ничего не меняем, оставляем так, как есть. Строка Define Nozzle to Prop Offset. Очень важно. Это настройки позиции нашего BLTouch относительно сопла. Но прежде чем мы начнем настраивать, давайте покажу, как же подключается датчик BLTouch на материнскую плату Big3Tech SKR 1.3. Самое главное, что провода у датчиков, независимо от того, это BLTouch, 3D Touch или еще какой-нибудь клон из Китая, они одинаковы. От датчика идет 5 проводов.
Два провода, черный и белый, подключаются вместо концевика минимум на ось Z. У концевика Z минимум идет три выхода. Верхний это 5 вольт, середина, там где черный провод, это земля, и самый нижний это сигнальный провод 1,29. Остальные цветные провода нам нужно подключить в правильной последовательности на материнскую плату, именно на серво. Вот в этом месте идет три штекера сервос. В такой вот цветовой последовательности, как красный, коричневый и желтый, мы подключаем датчик BLTouch. Как уже заметили, над строчкой идут обозначения X, Y, Z. Соответственно, вот это значение это 10 по X, 10 по Y и 0 по Z. Специально для вас сделал два вида расположения моего хатенда и датчика BLTouch. На первом виде это у нас вид спереди, то есть мы смотрим на принтер. BLTouch у нас находится слева. 0 координат у нас находится на принтере в левом переднем углу. Ось Y идет вглубь, то есть это плюсовые значения. Ось X идет вправо, плюсовые значения. Влево это минус. Соответственно, от сопла мы замеряем до датчика. Расстояние минус 34 мм. Теперь нам нужно замерить расположение BLTouch вглубь по оси Y. Разворачиваем наш хатенд и смотрим с левой стороны на него. Замеряем расстояние от сопла до датчика. Оно составляет 16 мм. Но мы ставим значение минус, то есть за 0 мы принимаем наше сопло. Минус 34 по X и минус 16. Ось Z оставляем так, как есть. Здесь мы ничего не меняем, опускаемся ниже. Давайте раскомментируем эту строку. Значение 2 – это количество раз замеров нашего стола. Ниже идут настройки клиренса, то есть, грубо говоря, насколько будет подниматься датчик при калибровке. Но я, в принципе, эти значения оставляю так, как есть, они вполне нормальные. Настройки Disable X, Y и Z я ставлю false. Это значит, что наши моторы будут работать в режиме удержания. И когда будет работать печать, соответственно, наша ось Z не просядет по собственным весам. Дальше нам нужно указать, что мы работаем со всеми экструдерами. Поэтому ставим вместо false true. Disable Inactive Extruder лучше закомментировать. Дальше идут настройки инвертирования осей. И здесь вы уже подбираете сами. То есть, если у вас, например, ось Z движется не вверх, а вниз, то, соответственно, вам нужно false сменить на true. Если у вас, например, ось Y, портал, движется в минус, а вам нужно, что в плюс, соответственно, вам нужно поставить false, к примеру. То есть, вы сами уже подбираете и тестируете. Так как у меня редукторный мотор, соответственно, я ставлю true. Настройка отправки в home. То есть, при выходе домой, естественно, мы здесь указываем, куда он будет двигаться. К минимальным значениям или к максимальным. Согласно значению, минус 1 это минимум. То есть концевики указаны именно минимум. Область печати Z-Bed Size. Область моего стола 310, хотя можно было бы поставить и 400 стол. Но я таких не нашел в Китае и, скорее всего, буду делать отдельно стол на 220. А теперь, друзья, очень важные настройки рабочей области, благодаря которым наше сопло будет находиться в центре стола. X-минимум позиция. Это позиция нашего хатенда минимальная, куда он может доехать, именно влево, так как у нас 0 находится в левом переднем ближнем углу. Итак, друзья, перед вами изображен вид сверху Corex Y. С левой стороны это ось Y, это у нас ось X. Размер стола 310 на 310, а габариты нашего принтера 450 мм. Это у нас нарисован хатенд с концевиком. И как вы уже заметили, концевик находится в стороне. То есть он не находится именно по центру. Нулевая точка координат должна находиться в левом переднем углу. Вот здесь. Но так как мы привязаны к столу, поэтому нулевая точка будет находиться на углу нашего стола. И будем ориентироваться именно по ней. Все значения, которые будут от нуля вправо, это плюсовые. Все значения от нуля влево, это отрицательные значения. Теперь давайте посмотрим, как замеряется X-минимум позиция. Наше сопло мы выводим в нулевую точку координат. Но замер мы делаем от концевика, так как концевик у нас немножко смещен влево. Если бы концевик у нас находился в замкнутом положении именно посередине над нашим соплом, вот здесь, то и замеры мы делали бы уже именно от сопла. Но так как концевик находится слева, то замер делаем именно от замкнутого концевика до левой стороны принтера. Вот до сюда. При этом сопло должно находиться на углу стола, то есть в нулевой точке. Все значения, которые мы здесь получаем, у нас будут отрицательные, потому что наша каретка с хатендом может двигаться на 20 мм в отрицательное значение.
То есть, грубо говоря, выезжать за пределы стола. Например, у принтера Ender 3 сопло не выезжает за пределы стола. Оно находится практически над столом. И, соответственно, там нет никаких отрицательных значений. Там у нас x минимум равен нулю. X максимум позиция считается немножко по-другому. Мы замеряем расстояние между первой позицией и второй позицией. Вторая позиция — это мы hotend и наше сопло отодвигаем в правую сторону до края принтера, до максимума, куда он может дойти. Замыкаем концевик и замеряем расстояние от этой точки до этой точки, именно до минимального значения. По факту это расстояние составляет 340 мм. Можно сделать замер немного по-другому. Замерить расстояние от левой стороны нашего принтера, от синей, до замкнутого концевика в максимальном положении. И вычесть x минимум. К примеру, у вас получилось расстояние от замкнутого концевика в максимальном положении до левой стороны принтера 360. Отнимаем 20 мм, получаем 340 мм. Точно таким же методом мы рассчитываем y минимум и y максимум. Для x минимум мы записываем минус 20. Максимум у нас стоит xbed size. Но это неправильно, поэтому мы поставим 340. Y минимум у меня получился минус 46. Y максимум 324. Z максимум у меня получился 400. То есть мы опускаем стол до максимума и замеряем расстояние от концевика, естественно, до максимального положения, куда может опуститься стол. Z минимум оставляем нулем. Листаем дальше и выбираем тип калибровки. Раскомментируем Define After Bed Leveling Bilinear. Ниже немножко раскомментируем Define Restore Leveling After G28. Данная функция позволит сохранить настройки после калибровки. Define Grid Max Point X3 показывает, сколько будет точек калибровки на столе. Если поставить 4, то значит будет 4 по X и 4 по Y. А теперь одна из самых важных функций. Define Z-Safe Homing. Обязательно ее раскомментируем, если используем BealTouch. Эта функция выводит и паркует наше сопло в центре стола. Если этого не сделать, то сопло будет находиться в углу, а соответственно не дотронется до стола, и наша ось Z поедет вверх до максимума. И в итоге будет у вас авария. Также не забываем раскомментировать Define EEPROM Settings, который позволяет сохранять данные и любые изменения через меню принтера. Переходим ниже к пресетам PLA и ABS. Где-то должен быть еще пресет Patch, но почему-то его убрали из прошивки. Ставим по умолчанию. Для PLA я ставлю 200. Температуру стола 50. Для ABS ставлю 240. И температуру стола можно поставить 110. Также давайте раскомментируем продвинутую паузу Define Nozzle Park Future, благодаря которой мы сможем качественно парковать наш нозл при остановке принтера. Например, вы захотите сменить филамент. Define LCD Language English. Можно поставить и в принципе русский, но, честно говоря, в этом нет никакой необходимости, так как TFT-экран поддерживает смену языков. Поэтому оставляем так, как есть. В этой строке раскомментируем SD Support. Также давайте раскомментируем Define Speaker. Для того, чтобы наш TFT-экран работал, активируем Define Reprap Discount Full Graphics Smart Controller. И на этом настройки Configuration Edge завершены. Переходим к закладке Configuration Advantage Edge. Здесь настроек меньше. Define BealTouch Set 5 Volt Mode. Раскомментировать вольтаж. Проверяем настройки микрошагов. У нас по умолчанию стоит 16, в принципе так и должно быть. Также давайте раскомментируем Define LCD Info Menu. Это расширит возможности нашего экрана. Define Power Loss Recovery. Она позволяет возобновить печать в случае отключения сети. Например, там обрубили вам свет. Также активируем для оси Z настройки Define Baby Stepping. Активируем двойное нажатие. Define Double Click for Z. И функцию Define Baby Step Z Prop Offset. Опускаемся дальше. Linear Advance. Здесь очень важный момент. Если вы хотите его включить, обязательно активируйте. Но лучше поставьте 0. Для того, чтобы можно было через слайсер Cura выставить нужный вам K-фактор. Также мы можем включить аварийный анализатор. Честно говоря, когда я его отключаю, у меня почему-то выскакивают ошибки на экране, поэтому лучше его раскомментировать. Смотрите по ситуации. И конечно же нужно активировать Define Advanced Pause Future. Это по сути и есть
продвинутая пауза. На этом настройка прошивки завершена и можно ее смело компилировать. Для этого просто нажимаем или внизу PO Build, при этом выбираем PO 1768 с нашим микроконтроллером. Можете просто написать 1768 PO Build LPC 1768. Нажимаем Save и происходит процесс компиляции. Процесс достаточно длительный, может занимать несколько минут. Но в моем случае я уже это делал, видите, произошло все очень быстро. Теперь как же понять, что наша прошивка готова к работе и что с ней делать? Для этого мы заходим на рабочий стол или в то место, где вы сохраняли наши папочки. В данном случае вот он наш Marlin Botfix. В эту же папку заходим, выбираем PO, Build, LPC 1768 наш микроконтроллер. И вот наша прошивка firmware bin. Нам нужно ее копировать и забросить на флешку, после чего материнская плата прошьется при включении принтера. Перед тем, как мы пойдем прошивать нашу материнскую плату, хотел бы немножко вам рассказать о проблеме, с которой я столкнулся. Дело в том, что на днях при тестировании принтера все работало прекрасно, но почему-то перестал работать экструдер. Вообще не крутится. Проверил драйвера, с драйверами все в порядке, они не сгоревшие, поменял их местами, поменял местами моторы тоже работают. Я уже расстроился, не знал, что делать, проверил питание. На одной обмотке шаговика напряжение 1,2 вольта, на второй 0,241. То есть режим удержания. Соответственно, я очень расстроился, так как просто принтер не запускался. Все оси двигаются, все работает, а экструдер не подает пластик. Я начал искать информацию в интернете, как сделать так, чтобы заработал хотя бы второй экструдер E1. И сейчас вам расскажу, как это сделать, если вдруг у вас случится такая беда. Если у вас все в порядке, то делать этого не нужно. Для того, чтобы поменять местами E1 и E0, нам нужно зайти в нашу прошивку Marlin, SRC, здесь выбрать закладку Pins. Выбираем наш микроконтроллер LPC 1768, выбираем материнскую плату Big3Tech SKR 1.3, опускаемся ниже. Смотрим распиновку нашей материнской платы. Вот наша распиновка E0 и E1. Но, как уже заметили, для E1 почему-то урезано и нет списка пинов. Если посмотреть на версию SKR 1.4 Turbo, например, или обычную, то здесь у нас есть E0 пины и E1. Но вот почему-то для SKR 1.3 они забыли указать для E1. Это, к сожалению, происходит на всех прошивках, как новых, так и старых. Искал долго в интернете и наконец-то нашел распиновку, чтобы поменять местами экструдеры E0 и E1. То есть, грубо говоря, принтер будет думать, что он отправляет сигнал на E0, а по сути он будет отправлять на второй слот, на E1. Для этого нам нужно вот эти вот данные P001 заменить на те, которые находятся в нашей прошивке. 0.1. Здесь у нас одни нули стоят. Так и ставим. И здесь у нас 0.10. E0 P108 нужно поменять местами с E1. То есть сюда мы пишем единицу, а сюда мы пишем восьмерку. То есть меняем местами. Для того, чтобы не было ошибок при компиляции. Еще раз проверяем. То есть у нас должно быть на E0 стоять значение от E1. Нажимаем компиляция, Save and Build. И смотрим, если нет ошибок, значит мы все сделали правильно. Ошибки у нас не появились, значит компиляция удачная. Заходим в Marlin, PO, Build, LPC 1768 и копируем нашу прошивку, вставляем на флешку, загружаем в материнскую плату и устанавливаем. А теперь самое интересное, нам нужно прошить TFT экран версии 2.0 от Big3Tech. Как вы помните, мы с вами скачали специальную прошивку на сайте GitHub. Давайте же ее откроем с помощью платформы Atom. Для этого нажимаем на домик, платформе Home, выбираем снова Open Project, выбираем наш User Desktop, то есть рабочий стол или та папка, куда вы его сохранили, и выбираем скачанную папку с прошивкой Big3Tech Touchscreen Firmware Master. Предыдущую прошивку для материнки мы можем пока немножко свернуть. Заходим в платформу INI. Здесь у нас по умолчанию стоит Big3Tech TFT 35 версии 3.0. А в нашем случае 2.0. Поэтому троечку меняем на двойку. Получаем TFT версии 2.0. Заходим в папку TFT, SRC, User, Configuration H. Опускаемся ниже.
Проверяем скорость, 115-200 должно стоять. Английский язык желательно оставить так, как есть, хотя это не имеет особого значения, потому что, как вы заметили, здесь есть все языки, которые вам нужно практически. Русский в том числе. Здесь мы указываем количество экструдеров. Если у вас 2 экструдера подключено, соответственно, ставим 2. Если у вас 2 вентилятора, ставим 2. Пресеты PLA, Patch и ABS. Кстати, обратите внимание, что в прошивке TFT экрана есть еще и Patch пресет. А в прошивке Marlin 2.0 его нет. Здесь мы ставим для PLA 50, 200, 110 и 240. Для Patch я вообще ставлю 235. Но самое интересное, что данная настройка preset все равно работает. Размер машины. То есть нам нужно вспомнить те настройки, которые были до этого. Для этого заходим в Marlin Botfix 2.0, выбираем Configure H, то есть те настройки, которые мы с вами писали. Вот мы их нашли, их нужно перенести в прошивку TFT экрана. Минус 20, минус 46, 340, Y 324 и по Z 400. Вроде как бы ничего сложного, но это только начало. Дело в том, что нам нужно будет настроить 4 точки. Level Point 1X, Level Point 1XY и так до 4. Здесь, кстати, по оси Z обязательно поставьте 0, вместо 0,2. Почему? Потому что когда будет работать датчик BealTouch, он будет поднимать на 0,2 высоту. И в итоге вы будете калибровать хорошо, правильно все, но по факту у вас будет высота, зазор больше на 0,2. Поэтому здесь обязательно в Z поставьте 0. Итак, друзья, Level Point 1X это ручная калибровка. То есть нажимая на кнопку, например, точка 1, наш хатен перемещается в левый передний угол, на то расстояние, которое мы с вами укажем. Но не все так просто. Нам нужно еще правильно все здесь просчитать. А для этого я специально нарисовал вам принцип работы данных точек. Итак, на нашем столе мы разметим их как 4 точки на равноудаленном расстоянии. И хотим, чтобы данные точки находились на расстоянии 30 мм от края стола со всех сторон. Точка 1х считается очень просто. Мы помним, что минимальная позиция, которую мы с вами считали, была минус 20 мм. Это когда сопло находится на краю нашего стола, вот здесь. Поэтому x минимум позиция, то есть минус 20, плюс 30 мм. Здесь нужно отрицательное значение убирать. Просто ставим 20 плюс 30 равно 50 мм. То есть, грубо говоря, мы считаем до нуля расстояние и от нуля до заданной точки на нашем столе. Точно так же считается и point 1y. То есть мы только с этой стороны, y минимум составил минус 46, если прибавить 30, это 76. Мы прописываем x минимум позиция плюс 50. Еще раз проверяем, y минимум позиция у нас минус 46 плюс 30 мм, которую мы с вами хотим отступ сделать. И получаем плюс 76. Переходим ко второй точке. А вот с ней как раз возникают проблемы. Почему? Потому что считать ее достаточно сложно от x максимума. И здесь немножко по-другому работает механика вычислений. Поэтому я решил поступить проще. Я решил удалить все эти значения, которые здесь стоят, и написать свои. Дело в том, что намного удобнее рассчитывать координаты от уже известных x минимум и y минимум. Поэтому давайте точку point 2x пропишем именно таким вот значением. X минимум позиция плюс 300. Считается очень просто. Point 2x равен x минимум позиция минус 20 плюс xbet size минус 30. То есть расстояние 310 это размер нашего стола. Мы отнимаем от нее отступ 30 мм, вот здесь он. Соответственно, получаем 310 минус 30. Это 280 мм. И прибавляем 20 мм, это наш x минимум. То есть тот, который мы с вами считали до этого. 280 плюс 20, это 300 мм. Поэтому так в формуле прописываем. X минимум позиция плюс 300 мм. То есть все расчеты я веду от минимальных значений. Это намного проще, удобнее и понятнее. Для второй точки по y мы просто копируем значение отсюда. Y минимум позиция плюс 76. Y минимум позицию мы с вами уже определили, так как точка находится, видите, на одном уровне. Соответственно, мы просто копируем эти значения и вставляем. И единственное, что нам еще придется вычесть,
это по точке номер 3. Но так как точка 3 находится на том же уровне по x, как и точка 2, значит здесь действует точно такая же формула, как point 2x. То есть 20 плюс 310 минус 30 равно 300 мм. X минимум позиция плюс 300. А вот точку point 3y нам нужно вычислить. И она будет составлять y минимум позиция плюс 326. Данные условия считаются как для x, так и для y. То есть формулы подходят. Просто вместо x мы подставляем y. Чтобы найти точку 3 по y, нам, естественно, нужно использовать, так как она дальняя, использовать вот эту вот формулу нижнюю. Вместо x поставляем y, это будет y минимум позиция. Как вы помните, это минус 46. Размер стола мы знаем 310, минус 30 это 280. И 46 плюс 280. Это и будет 326. Так и записываем. Y минимум позиция плюс 326. Для четвертой точки вообще все просто. Так как она находится в самом ближнем углу. То есть это x минимум позиция плюс 50. И level point 4y. То есть это получается y минимум позиция плюс 326. И вот, друзья, мы с вами настроили 4 точки координат для ручной калибровки стола. То есть если вы захотите откалибровать бумагой, вы просто нажимаете на первую точку, она выйдет в эту точку координат. Вторая в эту, третья в эту, а четвертая в эту. К сожалению, в данной прошивке нет пятой точки. И это обидно, потому что я пытался это исправить, пытался изменить прошивку, добавить пятую точку, но, к сожалению, не получилось. Дело в том, что пятая точка в центре, она очень нужна. Надеюсь, что разработчики прислушаются и ее поставят, потому что в центре стола зачастую происходит и печать. И калибровать бумагой стол желательно, конечно, именно в центре, а не только по краям. Я решил сделать немножко по-другому и разместил четвертую точку в центре координат. Ставим значение x минимум позиция плюс 175, а y минимум позиция 201. То есть наше сопло при нажатии на точку номер 4 будет выезжать в центр координат. А теперь, друзья, заходим в нашу папку Big3Tech, Copy to SD card root директории, выбираем TFT35 версии, BMP, и здесь у нас находятся все лого, которые будут отображаться на нашем экране. Я подумал, а почему бы не изменить вот эти вот точки и, например, четвертую точку не сделать, чтобы у нее был крестик по центру. Все делается очень просто. Открываем с помощью того же Paint, при этом размеры файла не меняйте. И перемещаем в центр координат. Вот таким вот образом. В итоге у нас получится крестик посередине. Точно так же мы можем поступить и с лого от Big3Tech. Чтобы на нашем экране появлялось именно ваше лого, ваш логотип. Скопировал здесь значок лого, открыл его в Paint и поставил свой логотип. Вот такой вот логотип Чучо ТВ будет появляться на экране TFT экрана версии 2.0. Прошивка к установке готова. Нам нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-Alt-B. И пошла прошиваться прошивка нашего TFT экрана. Для загрузки прошивок нам понадобится две SD-карты. Одна для материнской платы, а вторая для TFT экрана. Теперь заходим в папку с прошивкой Marlin 2.0, открываем PIO, Build, LPC1768 и здесь находится наша прошивка. Давайте ее скопируем и скинем на съемный диск на нашу SD-карту для прошивки материнской платы. Теперь заходим в папку с прошивкой для TFT экрана, выбираем PIO, Build, Big3Tech и вот наша прошивочка с окончанием bin. Ее нужно скопировать и загрузить на съемный диск. В данном случае это вторая SD-карта. Также нам нужно подгрузить папку с логотипами. Для этого заходим в Copy to SD card, открываем TFT35. Здесь у нас есть вот в BMP как раз те логотипы, которые мы с вами меняли, в данном случае Чучо ТВ. Возвращаемся назад и вот эту вот папочку TFT35 мы полностью копируем и вставляем на SD-карту к нашей прошивке. SD-карту с Marlin вставляем в SKR 1.3, а SD-карту с TFT экраном вставляем, естественно, в TFT экран. И включаем питание. Процесс прошивки может занять некоторое время, но видите, все получилось. Появился наш логотип красивый, сменились значки. Здесь очень важно активировать прошивку на SKR 1.3. Для этого заходим в меню, свое меню, опускаемся ниже, EEPROM Defaults. Это, скажем так, сброс настроек предыдущих и активация новых. То есть наша прошивка теперь активна, что на SKR 1.3, что на TFT экране. Теперь проверим настройки. Заходим в меню, движение,
равнение. Видим 4 точки, которые мы с вами просчитывали. Обратите внимание, 4 посередине находится. Нажимаем первую точку. Видите, идет калибровка в центре стола. Белтач работает исправно. И сейчас происходит передвижение в левый передний угол. Расстояние от края стола до сопла со всех сторон составляет 30 мм, как мы с вами просчитывали. Нажимая на вторую точку, голова хатента перемещается в правый передний угол. Третья точка перемещает в дальний правый угол. Ну а четвертая у нас уникальная, мы ее сделали по центру. То есть нажимая на нее, хатент становится именно точно по центру стола, что облегчает калибровку вручную. При нажатии на Home наш хатент будет выезжать в 0 координат. При этом по оси Z он выйдет именно в центр. Это работает прошивка Define Save Home, которую мы с вами активировали, благодаря которой при калибровке оси Z Белтач будет находиться всегда в области стола. Для проверки Белтач нажимаем Белтач Тест. При активации автоуровня датчик Белтач передвигается по 16 точкам на столе, в зависимости от того, сколько вы поставите в прошивке. И таким образом создает очень высокоточную карту высот. Если стол у вас кривой, как у меня, несмотря на то, что это ультрабаза, сам стол имеет толщину 2 мм, он прогибается, и на таком столе работать без датчика Белтач просто невозможно. Поэтому всем рекомендую при такой огромной области печати обязательно ставьте датчик Белтач. Он прекрасно себя зарекомендовал, и с ним работать намного эффективнее. Подложка на деталях получается великолепной, равномерной, деталь не отваливается, и в итоге мы получаем очень хороший результат. Между активным датчиком Белтач и соплом может быть зазор. С помощью Z-Offset мы его ликвидируем. Допустим, в моем случае я ставлю минус 0,4, нажимаю сохранить, нажимаем домой, Home. Обязательно выходите в Home, то есть выводите в 0 координат, иначе данные могут не сохраниться. В меню нажимаем равнение, точка 4. И наше сопло переместится идеально по центру стола. Замеряем с помощью бумаги, зазор правильный 0,12, как раз оптимальный для пыла пластика. Можно запускать на печать. В качестве тестовой модели решил использовать Fiji Cube Kobayashi. Это очень сложная модель за счет того, что она не разборная, в ней внутри стоят очень много механизмов соединяющих. И если что-то не получится, то он работать будет неэффективно, некачественно. И таким образом мы поймем вообще, как работает наш принтер. Хорошо или плохо, посмотрим по качеству печати. То есть, в принципе, готовый результат покажет, на что способен данный принтер. Скорость печати я поставил небольшую, 70 мм в секунду, ускорение 3000, джерки 20. Температуру сопла я поставил 195 градусов, так как печатаю пылопластиком от Plexivile. А вот хатент у меня Crazy от Mellow Store. Это очень хорошо продуманный хатент, который предназначен для печати высокотемпературными пластиками, как нейлон, АБС и так далее. При печати пыла пластиком нужно немножко занижать температуру от обычных температур, которые вы используете при печати, например, на МК8. При работе с хатентом Crazy нужно ставить максимум 195-200, и тогда не будет никаких пробок и забиваний. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот, друзья, готовый результат. Куб Kobayashi из пыла пластика на Crazy хатенде. Это, можно сказать, моя первая печать с более-менее правильными настройками. Работает великолепно, даже не пришлось ничего напильником дорабатывать, только убрал поддержки, и все заработало с первого момента. Дело в том, что штатное сопло, которое идет в комплекте с Crazy, оно не предназначено для печати пыла пластиками. И мне пришлось его заменить на то, что было в наличии. А в наличии у меня было латуневое дешевое сопло от E3D V6. Я его поставил и даже не ожидал, что будет такое неплохое качество печати. Я уже заказал в Китае 2 вида сопел, качественные, надежные, проверенные, которые должны выдать очень хороший результат. Но даже сейчас мы видим, что хатент справляется, поверхность получилась гладкая, практически зеркальная, на ощупь не ощущается. Мы должны помнить, что это черный пластик, игра теней, скажем так, света, здесь тоже это все влияет на качество картинки. И на видео вам может показаться, что есть где-то косяки, но на самом деле их вообще нет. В любом случае мой самосбор печатает лучше, чем доработанный Ender 3, поэтому есть смысл его собирать. В следующем видео мы проведем более тщательное тестирование скорости, качества и так далее. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. Под видео также есть очень много полезных ссылок из Китая. Надеюсь, что это видео вам понравилось, оно помогло вам разобраться в прошивке Marlin. Я не претендую на то, что это инструкция, просто показываю, как я это делал.
Если есть замечания, пишите в комментарии. С вами был Макс, до новых встреч. Пока, друзья.